Здравствуйте, друзья! С вами опять я, Юрий Владимирович и Smart Family. Начинаю новую работу. Хочу сделать настенное бра в виде факела. Для этого начал заготовки собирать. Для рукоятей все бэушное. Для рукояти взял старые ножки от табуретки. Одну почистил, одну еще нет. Для основания сын вырезал мне уже такие щиты из совсем старой деревяшки. Такие обрезки тройки, бэушный металл, он в растворе. В этом буду из него чаши делать. Трубу буду использовать для задних наконечников. И кольца у меня были заготовки. Будет так это все применяться. Для образца, что под рукой, буду пробовать. Общая задумка есть, представление, но конкретно, как говорится, еще я к конкретному, к окончательному результату не пришел. Буду по ходу работы что-то придумывать, добавлять. Естественно, показывать вам. Буду 12-й пруток расковывать примерно в такие полосы. Из них буду делать саму чашку, где будет лампочка вкручиваться. Что еще? Полосу буду использовать, 20-ю. Для образца у меня гвоздь такой есть, но эта шляпка крупновата. Буду делать для него поменьше гвоздик буду делать. Для этого надо будет изготовить из пружины новый другой штамп. Это просто у меня так пока для образца. В общем, начинаю делать бра в виде факела. По ходу буду показывать процесс работы, что я делаю, что кую, как работаю с деревом, с металлом. Чтобы труба не мялась, вставляем кругляк. Так заварим. Подведу промежуточный итог. Много не снимал, потому что операции в принципе однотипные. Так бы получился многочасовой видеоролик, чего не хотелось бы. Просто немножко расскажу, что на каком этапе я остановился. Подготовил, сварили, приварили. Все, что надо, это наконечник факела. Это место крепежа к основанию.
здесь будет насажена вот эта часть факела, которая будет приварена вот к этой нижней части. Все почищено от окалины, зачищено, подготовлено. Вот тоже зачистил косичку, которая будет идти по контуру обрамления щита. С щитом пришлось много повозиться. Все вот эти сегменты были отдельно вырезаны, подогнаны. Потом вот в этих точках сварены, зачищены, отфактурены. В общем, подготовлены к сборке. Потом еще я буду делать заклепки с квадратными головками. Вот здесь будут закреплены заклепки. Здесь будут приварены шпильки, за счет которых будет к основанию крепиться вот этот контур. Сейчас остановился на этапе, вот подготовил, никогда тоже такого не делал, экспериментирую. Вот полдюймовая труба, как видите, тоже бэушная. Сейчас я пропилю по разметке вот такие лучи. Хочу попробовать потом на горячую осадить на трубу, чтобы место крепежа к щиту вот этими лучами, место крепления как бы охватывало вот так. И здесь на конус разобью, чтобы немножко было покрасивее, фактуру дам, и будет крепиться все это к щиту. Ну, как я уже в самом начале сказал, никогда такого не делал, экспериментирую. Ну, посмотрим, что получится. Пока вот нагромождение запчастей. Вот эти тоже части почистил. Это будут на самом факеле. Вот это будет центральная. А эти еще не резал. Будут поперечины. Я их не чистил, потому что по размеру, когда отрежу, тогда буду чистить. И вот эти кольца будут вот так, несколько колец. Ну, сумбурно рассказал. Ну, будем работать дальше и посмотрим, что получится. Вот получились две вот таких заготовки. Теперь буду греть в горне. Кстати, установил свой второй большой горн. Он тише работает, не так шумит и больше габариты топки. Теперь буду греть, наносить фактуру по всей трубке с вкладышем вот с таким. Буду отковывать вот эти лучи, потом их осаживать. Здесь буду пробивать конус. Да, век живи, век учись. Я не учел, что факел должен быть под наклоном. И просверлил на одном расстоянии. Теперь надо будет переделывать, просверлить отверстие дальше, пропилить и снова проковать, чтобы у меня плотно прилегало к этой трубке вот это соединение под углом. Так, вот исправил ошибку, сделал под углом, пробил конус, проковал. Теперь вот сюда будет привариваться. И на горячую эти усы красиво заплету вокруг этой трубки. Ну, обработаю сначала, обточу, очищу окалину. Приварил сын мне вот эти трубки вот к этому держателю самого факела. Сюда вставлять. Теперь я на горячую
как-то их немножко красиво здесь оформлю, загну, крепеж, чтобы был такой. И затем вот к этим откованным вставкам в середину очистил, отокарены, и крепиться будет вот сюда в дальнейшем. Да, тут еще вроде бы как пустое место остается. Я еще хочу сюда вот добавить вот так, отфактурить шарики, сюда добавить. Следующим этапом вот к этому основанию факела надо приварить, закрепить как-то вот это вот окончание. Долго голову ломал, проваривать здесь будет некрасиво, видно, даже если зачистить шов. И придумали с сыном такую комбинацию. Вот стальная трубочка 12 миллиметров. Мы ее заварим внутри к этой втулке, чтобы провод проходил вот здесь освещение. А затем вот так, одев сюда на эту чашку, отметив сколько надо, отрезав лишнее, проварим. И это будет все крепиться и без всяких видимых швов. Так что неплохой вариант вот так крепить. Так, дальше. Ну, как вы видели, на горячую сформировал вот эти усы. Постарался их как-то красиво загнуть. Просверлили в основании фрезой отверстие. Приварили трубку крепления факела. Просверлили отверстие, сделали потай. Для крепления вот на шарике приварили шурупы. И вот так шурупами. И для красоты шарики, как говорится, вот так будет крепиться основание, к основанию вот эта часть факела. Дальше что делаем? Теперь вот к нижней части светильника будем приваривать поперечную планку, предварительно просверлив отверстие под крепеж патрона, закрепим патрон, потом по высоте лампочки. У нас вот такие я купил лампочки. Вот. Потом по высоте лампочки мы длину посмотрим, как будет красиво смотреться. Вот такие будем резать поперечины. Центральная будет вот это, а это будет вот так по бокам. И вот так с кольцами все это будет. Еще будет 2 кольца. Все это будет собираться. Фальш-заклепки будут ставиться. Надо вот теперь заклепок маловато. Будем делать заклепки. Надо еще отбить вот такие из болтиков. Тоже фальш-заклепки. Но это будет крепеж. Вот здесь в 3 местах просверлится сквозные отверстия. И вот так на болтике заклепки это будет окантовка крепиться к основанию. И добавятся фальшивые заклепки вот в этих местах. Будут приварены. Ну, на этом этапе. Вот еще мы готовую косичку с огнем подгоним по периметру вот этого основания и закрепим. Так, что было сделано? Это я показывал. Так, вот с этих начнем. Окантовка на щиты сделана. Здесь просверлены 3 отверстия под крепление. Вот так имитация заклепки. Здесь уже приварены 3 заклепки, зачищено. Значит, все подготовлено. По готовому обрамлению были просверлены отверстия под крепеж. Вот сзади
под крепеж, под гайки, а эту выборку сделали, когда провода сюда выйдут, при подсоединении к сети, чтобы было куда положить, спрятать провода. Так. Дальше. Вот были собраны сами, собственно говоря, плафоны. Приварено вот там, если видите, поперечина с резьбой нарезанной под крепление патрона. Ко всем поперечинам были приварены фальш-заклепки, зачищены, и все это собрано. Теперь будет собираться вот так. Ну, это обрежется, просверлится. В общем, процесс идет и близится к завершению. Эти части готовы. Самое главное, вот эту косичку для обрамления, которая будет вот здесь идти поперек, ну, окантовка. Для нее сделали даже специальное приспособление. Вот вчера сын сварил. Это сделано по контуру вот этому щита. Теперь рассчитаем, просверлим отверстия под гвоздики, которые будут к щиту прибиваться, и будем огибать вот эту форму, чтобы она плотно села на щит. Продолжаем работать. Ну вот, работа с факелами закончена. Дерево было зачищено, отброшировано вот такой крацовкой металлической, чтобы выделить текстуру. Покрыто морилкой, вот мокко в данном случае, и покрыто лаком. Все это собрано, закручено, был просунут провод, закреплен патрон, вкручена лампочка. Да, это все фиксировалось. Вот здесь маленькое отверстие, забит гвоздик. Это закручено на два маленьких шурупа, с двух сторон зафиксировано. Ну и здесь тоже гвоздиком. Косичка тоже была закреплена, забиты гвоздики, сзади обклеено карпетом, закреплены подвесы для фиксации на стене. Ну, в общем, вот готовы вот таких два бра в виде факелов. Тяжелые получились, но на стене нормально, уверенно висят. Тяжелые, ну, вес около 2,5 килограммов каждый. Рад был, что вы смотрите изготовление моих изделий. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Юрий Владимирович из Smart Family.